Друзья, приветствую вас. Утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят, какие новости и что ждать на открытии российской фондовой площадки в части движения по доллару, рублю, евро, золоту, нефти и другим активам. Так, давайте начнем с календаря. В 10 часов ВВП Германии. Существенное влияние на евро это может оказать. Далее 12 часов индекс делового климата Германии. Здесь тоже на евро будет воздействие. И в 5 часов выступление председателя ЕЦБ Лагард. Но сегодня такой евровый день, и поэтому велико влияние будет на евро, исходя из тех событий, которые должны произойти, и той статистики, которая выходит. Так, давайте посмотрим позиции по фьючерсам РТС. Здесь все указывает на боковик, хотя в большей степени снизились лонговые позиции. Но поскольку не очень большое изменение, скорее всего находится в нерешительности, в замешательстве. То есть консолидация. Фьючерсы на Сбер. Здесь небольшой такой прирост, но на самом деле, исходя из такого изменения, сложно сказать, в каком направлении они пойдут. Тоже изменения, которые произошли, указывают на замешательство игроков. Газпром, фьючерс на акции, здесь, соответственно, тоже боковик. ГМК тоже очень небольшое изменение позиции, но в большей степени делают ставку на то, что пойдет корректироваться к нижней границе. Рубль-доллар, здесь ставка на укрепление доллара к рублю, но, как видите, изменение в абсолютном значении не очень велико. Евро-рубль, здесь наоборот ставка на то, что рубль будет к евро укрепляться. Евро-доллар, здесь ставка на ослабление евро. Так, а по британскому фунту здесь приличная ставка на рост британского фунта против доллара. Так, далее нефть. Здесь ставка на рост нефти со стороны юридических лиц, но изменение позиции таково, что указывает практически по большинству активов, что все замерли в нерешительности. Далее серебро. Ставка на то, что будет продолжаться снижение по серебру. По золоту тоже ставка на продолжение снижения. Так, далее ситуация на рынках. Давайте посмотрим графики. По Китаю сегодня идет просадка. Соответственно, здесь у нас важный новый уровень, это 4950. Если он пробивается, то это говорит о том, что, скорее всего, это ралли, которое на Китае началось, оно будет затухать и пойдет поэтапное снижение. Сначала 4880, потом провал сюда на 4700. Но пока говорить о том, что растущий тренд закончился рано, здесь вполне даже после продолжения снижения может произойти консолидация, и тогда по факту набора позиций будет дальнейший рост. Но сегодня на открытии на российский рынок будет определенный негатив, особенно по Чермету, из-за такого движения. Так, друзья, дальше SFD на американский фьючерс S&P. Здесь у нас сегодня началось вроде бодренько, шел рост. Сейчас, если будет откат, если эта разворотная формация сработает, то нас ждет возврат сюда, в этот диапазон. На текущий момент в большей степени на российский рынок противоречивое влияние, потому что SFD на американский фьючерс показывает рост, а Китай проседает. Так, далее нефть Brent. Но здесь что у нас интересного? Интересное заключается в том, что сейчас достигнут локальный хай, пробит. Соответственно, то есть она должна либо закрепиться в этом диапазоне выше 45, или же если закрепление здесь не произойдет, и мы увидим пробой 45, 44,8 этого диапазона, то пойдет снижение по нефти. На текущий момент, если мы удерживаем эту верхнюю область, которая находится в районе 45,5, среднее значение, то у нас отсюда развивается сначала движение на 47,5, и если такое движение происходит, и там начинает идти объем, высока вероятность того, что нефть будет двигаться в диапазоне 47,5-54 по бренту. Если такое произойдет, то это будет позитив для российского рынка и рубля, но есть здесь один нюанс, который заключается в том, что этот рост уже идет на падающих объемах. То есть такой рост он либо ненадолго происходит, либо он заканчивается резким движением вниз. Так, на часовике разворотная формация, и в случае пробоя 46.25 у нас пойдет коррекционный откат
цель которого в начале 45,8 и потом, соответственно, движение сюда на 45,5. Ну и пробой вот этой области сразу уводит вниз и может быть даже очень быстро. Но то, какие позиции на форте у юридических лиц не очень большие изменения, говорит о том, что все-таки рынок находится в некоторой нерешительности. Так, далее золото. По золоту, конечно, трешак. Вот. Ну что могу сказать? Подошли к очень важной зоне, которая 1815-1800. Вот пробой этого значения может указывать на то, что разовьется движение вот сюда вот на 1690. Так, ну вот дневной таймфрейм по чикагской котировке. Здесь вот это движение, оно еще не завершено. То есть оно должно прийти на 1815, и уже от 1815 оно будет либо идти наверх, либо его добивать, и соответственно дальше уже все это дело будет сыпаться очень мощно. Ну и часовик. Часовик у нас указывает на то, что здесь произошел разворот. Цель движения по этому развороту находится вот здесь вот на 1836. Но если здесь пойдет сейчас коррекционный откат очередной и будет пробитие 1818-1815, то у нас золото уходит на 1800, потом возможно даже ниже. Пока на текущий момент вот то, что мне приходит, какая идея, это отсюда коррекционный отскок, и цель этого отскока 1836. Вот. Ну и соответственно стоп это диапазон 1818-1815. Так, далее серебро. Поскольку у нас был сломан тренд вообще по драгметаллам на новостях о вакцине, ну на самом деле там, я думаю, дело не в новостях о вакцине было, а в том, что какой-то крупный фонд просто раздал свою позицию в золоте для того, чтобы во что-то переложиться. Пока не до конца понятно во что, ну ладно. Так, но здесь у нас, поскольку был сломан тренд растущий, то у нас ближайший уровень, от которого может быть и отскок, первый это 23 текущее значение. Если происходит пробой 23,1, то у нас цель движения находится здесь, первая 22,6, и потом, соответственно, следующая цель, на которой может произойти разворот, это 21,6, 21,7, вот здесь вот. Часовик на серебре рисует разворот и высокую вероятность того, что отсюда будет движение, первая цель которого это 23,6, и в случае закрепления последующее движение, цель которого будет проходить вот здесь вот 24, 24,1. Но обращаю внимание, что по драгметаллам, если играть на отскок, это ловить падающий нож. То есть либо в такие игры не играть, их посторониться, либо очень осторожно с короткими стопами. Ну и как вы видите, не всегда срабатывает то, что называется SOTS FTC, потому что по золоту была ставка на то, что золото будет расти, золото не растет. Ну и юрики тоже ошиблись, ставя на лонги по золоту. Это к вопросу о том, что не бывает решений, которые дают стопроцентный выигрыш. Так, далее рубль-доллар. Но здесь что примечательно, несмотря на весь позитив, он лежит в боковике и рублю особо укрепляться не дают. Подошли к демаркационной линии 75,5, но пробить ее не дали. Движение по нефти продолжается позитивное, и поэтому отсюда высока вероятность того, что будет повторное тестирование. 75,5. И пробой данного значения с высокой степенью вероятности ведет первая цель 74,85. Вот сюда вот. Но опять же, судя по тому, сколько раз этот уровень тестировался и не пробивался, я думаю, что этот уровень он ключевой для крупных игроков. И, скажем так, даже если будет пробой, все равно, наверное, с высокой долей вероятностью потом будут тянуть сюда на 76. И следующий уровень это 77,35, вот здесь. Далее 4-часовой таймфрейм. Что здесь примечательно? Здесь пошло движение на укрепление доллара. И если у нас на открытии будет пробой 76,5, 76,6, то у нас сразу развивается движение, цель которого сходить вот сюда на 77,35. Если такого пробоя здесь не возникает, то у нас идет коррекционный откат, цель которого
потестить нижнюю границу диапазона 75,5. Ну и пробой вот этой границы развивает импульс движения, цель которого сходить вот сюда вот на 74,85. Так, рубля. Друзья, далее евро-доллар. 4-часовой таймфрейм. Сегодня масса событий по Европе, и поэтому в евро будет, наверное, весьма-весьма жарко. Вчера такой вот отлив мощнейший произошел. Вот. На самом деле здесь в рамках какого-то движения среднесрочного, ну, пока как бы ничего страшного не произошло. Всего лишь выпустили пар. Ну, вот дневной таймфрейм. Ну и сейчас на часовик переходим. Но проблема заключается в том, что вот подобные штучки, они начинаются в конце тренда растущего. Соответственно, по евро может быть и разворот. Но здесь надо делать скидку на то, что сейчас очень высокая волатильность. Это связано с тем, что рынок находится на хаях. Это раз. Во-вторых, очень сильное влияние новостей. По тем же вакцинам мы с вами видели, что происходит. На текущий момент, что касается движения в евро-доллар, если рассматривать сегодняшний день, здесь у нас вот эта формация, она указывает на то, что отсюда пойдет движение. Цель этого движения первая 1,1875, вот сюда вот. И в случае закрепления повторное тестирование 1,906, 1,910, вот сюда вот. В каком случае это растущее движение не получит развития? Если пойдет коррекционный откат, и этот коррекционный откат пробьет 1,1825, 1,1828. Вот эта зона, если она будет пробита, мы уходим ниже и пойдем повторно тестить. Тут уже даже, наверное, будет не 1,1815, а сразу движение на 1,18. Вот сюда вот, в этот диапазон. Пока на текущий момент вот мы находимся в этом облаке, отсюда высока вероятность продолжения роста и пошаговая отработка цели вот этой и вот этой. Если мы все-таки пробиваем вот эту область, у нас сразу идет движение в район 1,18. Так, друзья, далее фьючерс на индекс РТС. Но здесь ситуация у нас очень интересная. Часовой таймфрейм беру. Соответственно, у нас, если с утра идет движение с пробоем 127 тысяч, то у нас цель потестить 128 540 и попытаться пробить. Если с утра возникает откат, и этот откат приводит к пробитию 125-124 700 вот этого диапазона, то отсюда формируется импульс движения, цель которого будет сходить на 122 500. Ну и 4-часовик указывает на то, что мы находимся вот в этом боковике. Но снизу пошел импульс, и в таких ситуациях наиболее вероятный сценарий движения к верхней границе и тестирование ее пробоя. То есть на открытии наиболее вероятно движение сюда. Так, друзья, это все. Спасибо за внимание.